Я принял прибежище в величайшей колеснице колесниц Ямпадхарме. Я принял прибежище во всех монахах. Я принял прибежище во всех религиозных искателях. Все живые существа непостоянны. Все существующие вещи непостоянны. Все интеллектуальные формы богаты лишь для внешней видимости. Все чувствующие существа и человеческие творения подвержены циклу непостоянного бытия, рождению, старости и смерти. Никто не может этого избежать. Миру известны настоящая форма, прошлая форма и форма души, архата. Эти три формы уже сделали мир нестабильным. Истинное знание, знание Майтри, не было признано никем. Знать дух Майтри значит понимать путь. Хотя люди не следуют пути сверхдуши, суть его философии не меняется. Хотя существует множество идеологий и религий, все они говорят об одном и том же. Человеческие существа не способны заглянуть за пределы их религии и идеологии. Некоторые упрямо следуют своей религии лишь для того, чтобы осознать, что они сожалеют о прожитой жизни. Хотя религиозные тексты внешне кажутся разными, но они несут в себе одни и те же идеи. Чудесная связь между душой и сверхдушой никогда не прекращается, даже когда ведомая душа занята своим собственным эго. Если знание Майтри будет принято между душой и сверхдушой, элемент негативной кармы мира будет разрушен. Но мир увлечен своей собственной эгоистической целью, и никто не может нести поиск души и сверхдуши в своем сердце. Сегодня мир находится в поиске ненасилия и пути Майтри, которые до сих пор не были найдены. Сегодня мир напуган, терзаем и обеспокоен именем материализма. Если это противоречивое поколение изменится через путь медитации, которому следую я, мир будет преображен. Я принесу тысячи буддийских текстов и путь мудрости посредством медитации. В сегодняшнем мире присутствует идея Майтри между душой и сверхдушой, которая медленно укореняется в нем. Век Кали стал причиной слабости, недостатка уважения и преданности среди человеческих существ. Люди забыли чувство любящей доброты между душой и сверхдушой в погоне за мимолетными наслаждениями. Однажды вся эта зависимость от материальных удовольствий и материализма исчезнет из наших религий. Но на пороге смерти и после нее все сожаления о прожитой жизни будут подобны ясному голубому небу. Если мы обретем знание Майтри между душой и сверхдушой, тонкое знание может быть обретено после смерти. Вся жизнь дала мне это знание через сложную философию медитации. Знание, полученное мной через подвижничество, будет преобразовано в практическое знание. Для того, чтобы освободить всех живых существ и указать человечеству путь к миру,
Я буду говорить со всеми людьми, последователями Дхармы и Кенпо, о мудрости и понимании формы философского знания Майтри. Я уже посвятил свою жизнь распространению просветленного знания среди всех живых существ ради блага беспомощных живых существ. Это величайшая колесница Ямпадхарма не только для меня, она для освобождения всех беспомощных существ. Я медитировал со множеством трудностей, и я стал учителем всей Дхармы. Первая Дхарма — это Шраван-Дхарма. Следующая Дхарма — обет Бодхисаттвы, чтобы увести всех беспомощных живых существ к освобождению. Майтри Будда проявляется в сотнях Джинпен Будд. Все живые существа, осознавшие присутствие Майтри, становятся сотней Джинпен Семкой. Они собираются вместе в форме Ямпадхармы, величайшей колесницы колесниц. Философия всего мира будет улучшена и изменена с точки зрения философии медитации. И как только это произойдет, живые существа не смогут более испытывать неудовлетворенности и зла. Философия всего мира продолжает меняться. При правильном руководстве беспомощным существам будет дана возможность обретения мудрости о пути к спасению. Это будет достигнуто благодаря чудесной силе знания, не я, Майтри. Да будут все существа счастливы. Озвучено студией Шантик при содействии kanaji.ru.